Рада приветствовать всех на своем канале. Часто в комментариях меня просят показать, какая у меня стоит подсветка для фиалочек, чем я их подсвечиваю. Значит, сегодня будет видео на эту тему, выполняя ваш запрос. Значит, начнем с того, что покажу вам небольшой стеллаж, где у меня стоят на подсветке детки фиалок и стоят на укоренении черенки. Взрослые фиалки стоят у меня в отдельном месте, подсветка там такая же. Значит, этот стеллаж состоит из нескольких полочек, сделанных из ДСП и скрепленных между собой такими вот хромированными трубками. Значит, из всех вариантов подсветки я выбрала светодиодные ленты. Цвет у меня холодный белый. Получается, на 1 метр ленты идет 60 диодов. Ленту я разрезала пополам и прикрепила ее по 50 сантиметров вот так вот вдоль полочки. Значит, лента эта продается уже на клейкой основе. Нужно лишь удалить защитную пленку и приклеить ее к поверхности. Это является несомненным преимуществом. Что еще можно отнести к плюсам? Значит, свет от ленты, он распределяется равномерно. Надо только равномерно, правильно ее установить, чтобы на полках не было темных участков. С лампами достичь этого сложновато, так как они не изгибаются. Значит, светодиодную ленту можно смонтировать практически любым узором, хоть вдоль, хоть в поперек, хоть волнообразно вы ее прикрепите, то есть как вам надо, так вы ее и устанавливаете. Можно по периметру полностью ее установить, то есть все зависит уже от вашего желания. И регулируем интенсивность освещения в зависимости от плотности их расположения. Далее это низкая цена ленты. Лампы стоят в разы дороже. У меня эта лента покрыта влагозащитной пленкой. Есть обычные ленты, они стоят еще дешевле. Значит, желательно брать для фиалочек цвет холодный белый. Цветные ленты, синие, красные, зеленые, они не очень подойдут, так как их спектр действия, он не совсем подходит для фиалочек. Исключение, конечно, составляют это фитоленты. Значит, размер светодиодов и их количество напрямую, в принципе, не важны. Главное подобрать ленту в нужном диапазоне светового потока. То есть определились вы, выбрали подходящую ленту в магазине и далее считаем итоговую мощность ленты, умножив мощность сколько ватт в метре на общую длину ленты. И уже после всех этих просчетов покупаем блок питания, источник питания, с помощью которого будет включаться и выключаться наша подсветка. Все это просчитываем, какой у вас стеллаж, размеры. Вот, и только после этого уже покупаем нужное количество ленты. Еще нам понадобится несколько проводков, которые будут соединять между собой саму ленту и блок питания. Но способ установки, подключения, как это все смонтировать, детально я не затрагиваю. Значит, следующее преимущество это то, что ленты не нагреваются, и это большой плюс. Особенно летом, когда стоит сильная жара, фиалочки без того страдают, и если бы стояли лампы на подсветке, им бы приходилось периодически отключать для остывания. Со светодиодами такого нет. Цветы не перегреваются, фиалочки чувствуют себя прекрасно. И это несомненный плюс. Далее это то, что светодиоды, они меньше потребляют электроэнергию, а если у вас огромная внушительная коллекция фиалочек, вот, и у вас стоит несколько стеллажей, то именно для экономии лучше использовать светодиоды. Также вы можете сделать практически любое расстояние между полками. Расстояние поменьше
И тем самым у вас будет побольше полочек, так как светодиодная лента, она плоская. Вот, она не нагревает воздух вокруг себя. И даже, допустим, прикосновение листа фиалочки к самой ленте, оно не нанесет вреда фиалке. К тому же лента, она более распределяется по полочке из-за своей гибкости и хорошо освещает фиалочки даже у краев стеллажа. Вот я рассказала вам исключительно о своем опыте использования, чем мне нравится такой способ подсветки. Вы же, конечно, выбираете для себя, что больше подходит вам. На этом, друзья, буду заканчивать это видео. Задавайте свои вопросы, с удовольствием на них отвечу. Всем хорошего настроения, прекрасного цветения вашим фиалочкам. Всем удачи и до новых видео!